Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам даю описание мужского свитера базовой модели. Он связан полностью практически лицевой гладью, кроме воротника, резиночка 2 на 2, манжета на рукавах, тоже резиночка 2 на 2, и низ изделия. Все остальное у нас лицевая гладь. Я вам сейчас сначала расскажу, наверное, размеры, а затем дам более подробное описание. Связан он из пряжи Пехорка, зимняя серия, перспективная. Что касается состава, это 50% мериносовая шерсть и 50% акрил высокообъемный. В 100 граммах 270 метров. Цвет 96-й, серый меланж. Расход 680 грамм, то есть неполных 7 моточков по 100 грамм. Он связан на размер 54-56, но на 58, я думаю, тоже должен подойти. Ширина 62 сантиметра. Так, высоту, если смотреть вот от этой самой высокой точки и до низа, у меня получилось 70 сантиметров. 70 сантиметров длина. Так, теперь по регланной линии. Регланная линия 35 сантиметров. Рукав. Давайте так, сразу откроем. Вот длина рукава откроем и до манжета где-то 46 сантиметров. Если полностью рукав, вот начиная от воротника и до манжета, 76 сантиметров. Ширина рукава 24. Так. И теперь воротник. Высота воротника. Высота воротника где-то 16 сантиметров. Вот она, 16 сантиметров. Здесь у нас китовочка идет. Так, ну размеры, наверное, все. То есть получается 54-56 размер этого свитера. Ну, на 58, да, скорее всего, он тоже должен подойти. Я набирала на спице номер 3 124 петли фабричным способом. Вот так оно выглядит поближе. 124 петли, но, естественно, одну петлю для замыкания в круг. Дальше у меня вывязан ворот 16,5 сантиметров. И после этого у меня идет кетлевочка. Вот эта вот кетлевка. Кетлевку я выполняла спицами номер 2,5. Дальше я перешла на спицы номер 3,5. То есть с самого начала у меня резиночка шла тройка, а дальше я вязала спицами номер 3. Что касается дальнейшего вязания, оно было следующее. Вот таким образом я поделила петли. После того, как была связана у нас кетлевочка. Так, всего 124 петли. Значит, на спинку 35, на перед 43, по 2 петли регланной линии и на рукава по 19 петель. Так, и далее я вязала росток укороченными рядами. Каким образом? У меня получается вот на рукавах я их поделила таким следующим способом: 4, 4, 4, 4 и 3. Так, делала, вот отсюда начинала вязание и дальше вязала уже укороченными рядами. Так, возвращалась опять, то есть, ну, как обычно, вывязываем мы росток. И после этого еще по переду. Так, вот это у меня укороченные ряды по спинке были связаны. Вот они.
как бы немножко, если присмотреться, наверное, где-то и заметны. Так, и по переду вот здесь вот эти вот тоже петли разворота я делала. 2, 2, 3, 4, 4. Всего 43 вот здесь вот петли, 13, которые я не трогала по центру. И таким образом был связан у меня росток. Так вот, то есть получается вот эта вот высота по сравнению со спинкой. Она видна. Так, и дальше у меня шел реглан. Реглан, как я уже сказала, 36 сантиметров. То есть я делала прибавочки до регланной линии и после регланной линии через один ряд. То есть в каждом втором ряду. И вот так вот по кругу я вязала, пока у меня регланная линия не стала 36 сантиметров. Так, после этого, после того, как был связан у меня реглан, у меня получилось по переду 145 петель, по спинке 145 петель, 124 петли на каждом рукаве и 2 петли это у нас реглан. Это вот эта вот картина у меня была после того, как связан был реглан. После этого я набирала еще петли подреза, делила, естественно, вязание отдельно на рукава, отдельно на другую контрастную ниточку, так, убирала их. Затем петли подреза. Что касается петель подреза, у меня их всего 6. Вот они связаны таким образом, которые я потом убавила. И дальше у меня тоже шли убавочки по рукаву. То есть 6 петель подреза. Так, я уже соединила перед и спинку. И у меня получилось, вот как я уже сказала, 145 петель по спинке, по переду 145 и плюс по 6 петель подреза. Всего по кругу 302 петли. То есть вот полностью я вот сложу, чтобы оно было видно. Так, после петель подреза, когда уже были набраны, так, по кругу у меня было 302 петли. И я уже вязала вниз подрез. У меня сейчас покажу расстояние от подреза до манжет, до низа изделия. У меня связано 35 сантиметров. Вот 35 сантиметров. Дальше спица номер 3,5. А дальше я перешла на спицу номер 3 и вязала резиночку 2 на 2 5 сантиметров. Больше я не вязала, потому что достаточно уже было такой длины. Так, и затем уже закрывала петли фабричным способом. Что касается самого рукава, значит, у меня по рукаву было 124 петли, плюс 6 петель подреза. Еще я брала 2 петельки боковые, так, по бокам. Вот я набрала по одной петле с двух сторон. То есть у меня получилось всего 132 петли. 124 плюс 6, еще плюс 2, значит 132 полностью петли были. Так, после этого я убавила вот эти вот, показываю, так. Вот эти вот я убавила 6 петель, которые я набирала подрез, и плюс 2 по бокам. И тогда у меня опять получилось 124 петли. И дальше я делала убавки. Так, убавки у меня были здесь в каждом 7 ряду. То есть вот отсюда начиная и до манжета у меня провязано. Я имею вот это вот расстояние. Так, вот от этого треугольничка, так, и до манжета у меня 36, даже 37 сантиметров. И это в рядах у меня 126 рядов. То есть я делала убавки через каждые 7 рядов. В каждом 7 ряду. Через 6 рядов в каждом 7 ряду. Вот эти вот убавочки, они даже видны. Так. Итого у нас получалось, что здесь у нас 124 петли. После того, как я сделала этот треугольничек. Так. Когда были сделаны убавочки, а у меня их всего было 18. Так, перед манжетом у меня получилось 88 петель.
Так, то есть, если показать вот схематично, быстренько, так, вот этот вот у меня рукав. Вот такая вот у меня, такое количество было в самом начале рукава. После того, как были проделаны все убавки, у меня получилось 88 петель. На манжет я оставила 68 петель. То есть я еще, после того, как были сделаны убавочки, я еще перед вывязыванием манжета сократила 20 петель. У меня получилось здесь всего 68 петель на манжетах. И резиночка 2 на 2 провязана. Здесь я вам скажу сейчас. Резиночка 2 на 2 провязана. Это довольно-таки высоковато, где-то 8,5 сантиметров. Так, и я также их закрывала фабричным способом. Манжеты рукавов. Резиночка 2 на 2. Так, по рукаву я, наверное, более подробно все вам рассказала. Так, то есть вот таким образом я вязала рукав. То есть свитер, я могу сказать, он очень простой. Лицевая гладь, которая просто вот, ну, я считаю, для мужского свитера это то, что надо. Цвет практически вот сейчас я вижу передался. Так, свитер, я вам хочу сказать, 270 метров на 100 грамм. Это не сильно толстый и не сильно тонкий. То есть такая средняя величина, которая действительно, во-первых, она легко вяжется, во-вторых, действительно носится. Вот это вот изделие для зимы особенно, так, оно хорошо и под куртку, и под пальто, и оно не сильно толстое. То есть, если пряжа 200 метров на 100 грамм, то, конечно, она будет более толстая. Вот. А здесь 270 метров. Как я уже сказала, вот эта вот пехорка перспективная, она мне тоже очень нравится. Я связала несколько свитеров именно из такой пряжи, так, где вот метраж 270 метров. И состав тоже очень хороший. Половина мериноса, половина акрила. Так, вроде бы я вам все рассказала. Если будут какие-то вопросы еще по этому свитеру, задавайте в комментариях. Рада была с вами поделиться этой информацией. Надеюсь, она была вам полезна. Поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч.